Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Тауматурга. И тут в прошлой серии у нас был голем, типа физический салютер, или кто он такой, я хз. Как он стал физическим, в принципе, тоже хз, но можно пройти. Но вот это случилось. И сейчас у нас задание буквально никакое, просто уйти. Ну, значит, сейчас что-то будет. И кто? Полицейский. Я не хочу с тобой разговаривать. Пофиг всем, что я хочу. Что-то там рвануло. Может, сходим, посмотрим? Конечно. С моим-то жалованием никуда не пойду. А, ну, стоять. Предъявите документы. Не думал, что придется идти на такие меры, но раз уж вы настаиваете. Разумеется, сударь, просим прощения. Счастливого пути. Ага, вот так вот, да? Обосрано. Мой гад. Куда идти? Сюда идти? Что такое? Ну, пожалуйста, не надо. Да за что? У вас-то предыстория какая-то должна быть? Вы что, просто по приколу напали? Потому что просто или потому что что? Типа зачем? Не могу посмотреть их действия. Да и пофиг у меня, честно говоря, на вас и ваши действия. Вот так, вот так. Кровотечение. Ты знаешь что? Опа. Минус. $18. Хорош. А зачем я выбрала концентрацию, если я все равно... Ладно, я не знаю, зачем, пофиг. Пофиг, я уже это сделала. Почему они на меня напали? Я, может, что-то не поняла? Опять что? Что такое? Это ж ты. Опа. Даже не думайте трогать свою кладовскую книжку. Ваня очень чуткий стрелок. Я знала, что ты... Столько дернется, я ему череп проломлю, начальник. Да отвалить. Начальник? Постараемся не провоцировать Ваню, хорошо? Вам всего лишь нужно рассказать, где находится Светлана Петровна. Понятия не имею, ничего не знаю. Последний раз мы с ней виделись на той скандальной вечеринке с привидениями, помните? Не очень убедительно. Мне нужно добраться до телефона. На пристани произошел несчастный случай, какое-то обрушение. Светлана Румянцева была там? У нас нет времени, Виктор Станиславович. Мне нужно выяснить, где она. Мы знаем, что вы помогли Румянцевой сбежать. Я знаю, что она спала с вашим отцом. Говорю же, он не держал от меня секретов. Я ему помогал. Мое терпение на исходе. Где она? Там, где надо. Отвали от меня, ладно?
Я не любил отца, как все остальные, но мне не кажется, что он бы решился сотрудничать с охранкой. Богатый поляк на российской территории избежал сразу 2 скандалов. Сначала с разводом, потом с семьей Неджица. Думаете, он бы справился в одиночку? Вопрос в том, что знала Светлана. И чего же тайная полиция от нее хочет? Эта женщина была Гордеевым узлом. Я знаю, что многие годы собирала компромат на членов царского правительства. Она была предательницей. Мы наблюдали за ней, но ей удалось вынести все из квартиры. Мне нужно знать, угрожает ли ее информация государственной безопасности. Потребовать, чтобы он попросил как следует. Ха. Я бы, честно говоря, это сказала. Вот правда, просто я боюсь, что тогда мне придется ему рассказать. Я не хочу ничего рассказывать. Ладно, короче. Если вам от меня что-то нужно, можете просто попросить. У меня есть мысли получше. Вы расскажете мне все, что знаете, а я знаю, где черная книжка вашего папеньки. Я хочу знать, кто украл гримуар моего отца. В этот раз вы первый. Да, чё? Насколько я знаю, все тайны Светланы покоятся на дне Вислы вместе с ней. Нет, Ваня, с этим делом нужно покончить. В смысле покончить? Ах ты что? Какая же ж ты... Просто тварюка, просто... Зачем вы помогли Светлане? Сначала зачем вы его убили? Он мне никогда не нравился. Да и вряд ли столько знать. Рыбать, что происходит? Она испытывала к моему отцу настоящие чувства. И я ей доверял. А что, если вы ошиблись? Может быть, ваш отец закрутил с ней роман по моему указанию? Что, если скажу вам, что ваш отец ей не доверял? Что за приколы у вас тут, а? Где гримуар моего отца? Ищите его в кругу старых друзей Станислава. Это люди, которые могли бы воспользоваться пропажей гримуара. Тауматурги? Вы знаете, кто они? Где их найти? Нет, но если вы выясните это раньше, меня обязательно дайте знать. Вот что происходит за... Будьте начеку. Эти люди очень опасны. Так. Что тут вообще творится? Короче, это какая-то жесть, я сохранюсь. Можно я сохранюсь? Спасибо. Я не знаю, этому челу доверять или нет. Он вроде как и да, а вроде как и такой странный, ей-богу. Вообще непонятно, что происходит. Че, не ясно, но очень интересно. Куда я еду? Домой? Да? Подожди. Тут есть цирюльник? Мрачное ущелье, куда стекаются баржи силезийского угля и заморских апельсинов кофе-шару. Подожди. Тут есть цирюльник? Полагаю... Наверное, вот туда. Можно как-то поставить метку? Нельзя. Окей, просто вперед, в самый низ, и там направо, где-то внизу. Ну, налево от... Короче, неважно. А как сюда пройтись? Опа. А как
Ты чё, меня не пускаешь? Чё, меня не пускают? Я хочу. Вот есть цирюльник, я хочу. Или мне прям обязательно домой-домой? Смотри, хода нет. Или есть где-то? Типа тут дорога? Походу тупо нет. Походу мне пока нельзя, да, туда? Maybe. Сарай. Ну да, ну ладно. Не очень-то и хотелось вообще. О, привет, сестрюнь. Вот и где. Мы тебя заждались. Опа, а ты чё тут? Я уже испугался, что твоя очаровательная сестра заскучала от моей болтовни. Чушь какая. Оставлю вас наедине. Что ты тут делаешь? Скажи, пожалуйста. Что-то усталый какой-то. Все хорошо. Помощь нужна? Откуда вы знаете мой адрес? Жители Варшавы знают, кто такие Шульские. Что ты какой-то тихий сегодня. Случилось чего? Ночь у меня выдалась не из легких. Со Светланой все в порядке? Почему вы спрашиваете? Вы с ней ушли, не попрощавшись. Что-то случилось? Я видел голема. Голема? Из еврейских сказок? Это салютер? Да, салютер, причем настоящий, материальный. Не знал, что такое возможно. Причем здесь Светлана? Ни при чем. Боюсь, что Светлана мертва. Этого я и боялся. Ее убил голем? Можно и так сказать. Голем потопил ее лодку дорожным сундуком, полным компромата. Светлана собиралась зарабатывать на жизнь продажей чужих тайн. Тайны иногда убивают. Хочешь узнать, что она мне рассказала? Вы ведь не предполагаете кого-то шантажировать, верно? Чушь какая, конечно же, нет. Как я уже говорил, мне хочется, чтобы мир увидел мою истину. Я хочу остановить бессмысленные людские смерти, но без союзников я все равно, что Кассандра. Однако, если я вооружусь знаниями Светланы и твоей поддержкой, никто больше не усомнится в моих словах. Заинтересовали. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты повесить на себя бремя Светланы? У меня и правда полно забот. Отцовские тайны, гибель его любовницы, охранка, теперь еще и голем. Что мне еще одно время, особенно если она поможет решить остальные проблемы? Можете объяснить, о какой именно тайне Светланы вы говорите? У нее таких был целый сундук. Этой тайны в сундуке не было, она только у меня в голове. Объясните? Нет, не здесь. Тебе бы сперва отдохнуть. Встретимся у Надажинских, там безопаснее. В смысле, чем у меня в доме? У нас, у него. У нас. Ладно. Спасибо, что заглянул. Пока. Пока. Еще вопрос. Этот голем может и к тебе как-то навредить? И тебе? Думаю, скоро я узнаю. Я уже никому не доверяю, честно. Думаю, нам надо поговорить. Где ты вообще берешь знакомых вроде этого Распутина?
И долго он здесь пробыл? Пришел незадолго до тебя, неожиданно. Гражину напугал. Я приняла его в гостиной, чтобы по дому не бродил. О чем ты говорила до того, как я тебя перебил? Да какая разница? Странно, я уже даже и не помню. О май гад. Так уж он влияет на людей. Что он за человек? Это тот самый чудотворец, которого я тебе писал. Тот самый, что помог мне прийти в чувство. Чувство ты до конца, видимо, так и не пришел, раз притащил его с собой. Он просто пришел меня проведать, я перед ним в долгу. Похоже, он знает тебя лучше, чем я. Да, для начала отчитать ее за подслушивание. В натуре, а что ты подслушиваешь, слышишь? Ты опять у двери подслушивала. Всего один раз. 20 лет назад. Я здесь живу вообще-то, если ты вдруг забыл. Это ведь и мой дом, разве нет? Я имею право знать, кто приходит ко мне, то есть к нам в дом. Я запомню то, что я читала, и ну извини, пожалуйста. За что ты его так не взлюбила? Его речи, глаза, мне от них не по себе. Еще он воняет. Ты не заметил? Аж здесь эта вонь стоит. Что тут сказать? Поздравляю, отлично у тебя, друзья. Сначала Неджец, теперь хмурый отшельник, да еще и ночные бабочки под окнами дежурят. Они-то что и подруги? Что это за женщина? Виктор, проститутки, девушки легкого поведения, представительницы древнейшей профессии, потаскухи, профурсетки, куртизанки, ночные бабочки, господи. Ох. Я с некоторых пор начала замечать двух девушек на нашей улице, стоят там постоянно и смотрят нам в окна. Почему? Может, это об Аурице шутить думал? Ничего, подождет. Лигия, я с ног валюсь, но мне нужно кое-что с тобой обсудить. Интересно, о чем я еще не знаю. Ты знала, что кто-то отправил за нашей семьей голема? Голема? Из еврейских сказок? Этот очень даже настоящий. Разнес половину порта, пытаясь меня схватить. Порта. Порт Прага? Пражского порта? Ты в порядке? Чем ты там вообще занимался? Искал пропавший гримуар отца, кто-то отправил за ним голема, и теперь этот человек пытается найти нас. Почему? Это мне предстоит выяснить. Ты в последнее время ничего необычного не замечала? Ничего особенного, учитывая, что я живу с тауматургом. Ты серьезно думаешь, я бы проглядела голема? Сколько же ты знакома с нашим дорогим начальником? Какая разница? Стало быть, ты знала, что он работает в охранке? Да. Ты все равно в итоге об этом прознал, но он попросил тебя об этом на первых порах не рассказывать. Да, мы с тобой общаемся с разными людьми, но мне кажется, нам с тобой следует чаще рассказывать друг другу об этих людях. Согласна. Добавлю лишь, что водить знакомство с ним очень полезно для моих деловых интересов. Думаю, он знает, как снабжать тебя нужными контактами. Небось, частенько приглашает тебя на всякие суаре и светские приемы, так ведь? Я не всегда принимаю его приглашения. Похоже, у тебя свой чудотворец, а у меня свой. Я знаю, кто он такой. Я с ним предельно осторожна. Кроме того, ты же передо мной не отчитываешься о своих знакомых, не так ли? А еще меня с ним папенька познакомил давным-давно. Чему мы вообще заговорили о Конечкине? Конечкин давно был знаком с отцом.
С тех пор, как ты уехал к маме в Париж, кто-то ведь должен был разгрести бардак, что устроили вы с Абаурицием. Думаю, не стоит жить прошлым. Я встретила его еще раз в пражском порту. И что он там делал? Он как-то связан с Големом? На самом деле его интересовала Светлана. Почему же ты в этом так уверен? Я пытался помочь Светлане, она хотела сбежать из страны. Ну да, я вот так говорю все это сестре. Я надеюсь, что она не... Что все нормально. Поверить не могу, ты хоть понимаешь, с кем ты имеешь дело? Тебе ведь прекрасно известно, в каких кругах она вращается. Вращалась. Что? Светлана мертва. Она только отправилась в плавание, как вдруг появился голем, и, в общем, Светлана мертва. Это конец. Нам с тобой тюрьма светит. Что же с нами будет? Злорадно предложите проверить ей, что и что-нибудь. Не волнуйся, с нами ничего не случится, я об этом позабочусь. И как же? Фома, ты неверующий. Мне это может довериться, сестренка. Тебе я доверяю, вот только куда меня это доверие завело? Так нечестно. Отца при жизни кто-нибудь открыто недолюбливал? Больше тебя? Туше. Может, он был знаком с каким-нибудь мстительным тауматургом или... Он когда-нибудь упоминал некий союз, водил знакомство с другими тауматургами? О близких друзьях, сам понимаешь, говорить нечего. Меня он с тауматургами ни разу не знакомил. Слушай, давай поговорим об этом утром. Согласна. Доброй ночи. Где мои папиросы? Это был очень интересный диалог, конечно. О! Под лежачий камень вода не течет или течет? Это было написано, я не знаю, мне просто высветилось этот... как это называется? Достижение. Я отвлеклась. Акт 2. Вот это неожиданный поворот. Подожди, это мы только первый акт прошли. Сколько их тут всего? А сколько тут их всего? Подождите секундочку. Ну, я хз. Ой. Казалось. Пойти спать. Иду спать. Хорошо, я иду спать. Я поняла. Я иду спать. Иду и сплю. Все, я сплю. Открыли. Сплю. Тут у тебя есть что-то интересное еще? Да подойди, пожалуйста. Ничего нету. Логично. Опа. Да я просто... Выглядит знакомо, а в то же время непривычно. Так. Может, я сплю? Ну, очевидно, что да. Нужно выбираться. Глупец. Это отец его сказал? Ладно, давай не будем сарказмом, окей, пофиг. Отец. Слепой глупец. Так чего же я не вижу? Может, на этот раз ответишь? Что тебе неизвестно? Неизвестно? Что тебе неизвестно? Для начала отметить, что вы стали видеть его чаще после смерти.
Почему голем увязался за нашим родом? Из-за тебя опасность грозит не только мне, но и Лигии. Кому ты так сильно населил, что голем решил... Секунду. Он достиг цели, не так ли? Это он обрушил здание. Он тебя убил. Блин, я об этом вообще забыла, слушай. Зачем ты впустил этого ублюдка Конечкина в наш дом? Теперь он вечно вьется за нами с Лигией. Ты на него работал? Начал доносить ему на своих клиентов? Дурацкая теория. Кто наложил на тебя проклятие? За что? И как, черт побери, его снять? Пофиг. Я делал ради детей, да, знакомые слова, ради нашего блага, ага, большое спасибо. Я тебя ни о чем не просила, уж точно не просил, чтобы меня покрывал кто-то вроде Конечкина, и драться с ним я тоже не... Что? Ну что, скажешь что-нибудь? Ты понапрасну тратишь время, я ответил на все твои вопросы, тебе лишь нужно найти мои ответы. О боже, что это? Май гад. Где мне их искать? В черном гримуаре, который ты мне почти оставил в наследство, если да, то где он? У кого он? У твоих друзей, в твоем союзе, которые ты даже от любовницы скрывал? Кто они такие? Что ты задумал? Господи, что происходит? У тебя есть все, что было у меня. Я оставил тебе все необходимое. Рыбать. Офигеть. Ну все, вот так вот. А он закончил, понимаешь? Я рыбу. А мне просто интересно. Ага, все еще тут. Все на месте. Лиге. Надо же, спящая красавица проснулась. Мне кажется, Лена глаза закатила сейчас. Гражданка по утрам варит кофе покрепче. Выпей, поможет. Или мы все еще ругаемся? Извини за вчерашнее. Привыкаю к Варшаве. Да, понимаю, мне тоже не хочется с тобой ссориться. О, как мило. Давай лучше сосредоточимся на предстоящих препятствиях. Может, мне с Конечкиным поговорить? Подозреваю, он предложит нам сделку с дьяволом. Это я так, вслух размышляю. Я поразмыслила над тем, о чем ты говорил вчера, о странных феноменах, связанных с големом. Как-то раз ехала в магазин, лошадь от чего-то припугалась. Сначала попятилась, потом начала брыкаться, потом замерла и упала замертво на мостовую. Правда, кобыла была уже старая. Как думаешь, это все голем? Пока не уверен. Стало быть, нам может грозить опасность? Не знаю, сколько времени потребовалось голему, чтобы добраться до отца. Он отыскал меня в Варшаве всего один раз. Не знаю, по какому принципу он действует. Поверить не могу, что отец тоже этого не знал. Наверняка у него в кабинете можно найти хоть какую-то подсказку. Может. Ты можешь это хоть как-то выяснить? Мне приснился отец. Мне тоже. Сразу после его гибели. Он пел мне любимую колыбельную. На меня сначала оскорбил, затем начал брызгать кровью из глаз. Упс. Ну, очень смешно. Часто он является тебе во сне? Это лишь второй сон, надеюсь, не последний. Давненько меня в больницу не забирали. О боже. Это не просто сны. Скорее видения, причем очень правдоподобные. И я говорю с ним, задаю вопросы, но не понимаю его ответов. Почему бы не сосредоточиться на действительности? Что-нибудь пишет про Пражский порт? Я искала, но ничего не нашла. Но исчезновение Светланы явно не останется незамеченным. Падальщики любят свежие трупы.
Знаю, ты все еще наводишь порядок в Мирувском магазине, но мне срочно нужно туда зайти. В целом я готова, собираюсь пойти туда сразу после завтрака. Пойдешь со мной? Мне нужно порыться в отцовских вещах, что остались в последнего магазине. Ладно, пошли. Дайте мне уже тут гримуар, господи, ей-богу. Шульская. Здесь мало что изменилось. Разве что вывеска. Ну, владелец. Правда, теперь это твое королевство. Остается мне королевой обычно не роются в бумагах с кучей цифр, редких имен, рисованных накладных. Не ругаются на клиентов, которые не понимают разницы между порошком из черепа и порошком из мумии. Что это тебя вдруг заинтересовал магазин? В чем вообще разница между порошком из черепа и порошком из мумии? Порошок из черепа – это череп, который стерли в порошок. Из него получают экстракт, который помогает от припадков и кровотечений. Томас Уиллис, первопроходец в области изучения мозга, частенько добавлял его в себя в горячий шоколад. Порошок из мумии – это на самом деле масло. Древние египетские мумии, покрытые темным веществом, смесью жидкости для бальзамирования естественных выделений. Это вещество нужно отсколбить от мумии и превратить в масло. Оно помогает от транссыпи, боли в горле и головокружения. По описанию похоже на битум. Получить его совсем несложно, и никакие мумии для этого не нужны. Вполне возможно, но наши клиенты предпочитают мумий. Или ты собрался разнообразить наш ассортимент? Я все больше и больше убеждаюсь, что отец оставил магазин в надежные руки. Мне нужно заняться инвентарем. Постарайся не разводить здесь бардак, ладно? Уху. Перечень товаров. Большинство подписей принадлежит руке Мордехая, лишь несколько отцу, а самые последние лики до сих пор пишет как курица лапой. О боже, это так по-братски сестрински, просто капец. Подписи Мордехая переисполнены эмоций, те, что я не могу. Я просто сразу вспоминаю свои отношения с сестрой, тоже, в принципе, похоже. Те, что постарше, поют о счастливой жизни и удовольствии от работы, выполненной на славу. Но год назад песня изменилась, стала горькой, пропитанной злобой и ненавистью к предателю, которого Хаят считал другом. Эй, я не за... Что это? Фотография, Виктор. Чудесное изобретение. Отцу они очень нравились. Я про отцовское выражение лица. Он улыбается. Будто ему только что сообщили о кончине врага. Ты что-то хотела или так и будем шутки шутить? Когда была сделана фотография? Кто знает, четверть века тому назад. Нам с тобой и 5 тогда не было. Ты все больше и больше на него похож. Не пугай меня так. Я не могу с этого сарказма, правда, я просто не могу с этого, с иронией, с вот этого всего. Мужчина рядом с отцом, это Хаят, да? Да, он здесь просто моложе, Виктор. Так уж устроены фотографии, понимаешь? Время на них останавливается. Судя по фотографии, они дружили, но год назад дружба дала трещину, и он уволился. Да, ты говорила. Жаль, что папенька так и не объяснил. Как думаешь, Хаят желал отцу смерти? Может, это он послал голема? Спроси лучше у него.
Говорят, он выкупил одну из двух обветшалых прачечных в Мирове недалеко отсюда. Не стоит благодарности. Спасибо. Да ладно! Я не осмотрелась еще, не гони. Ёп ты, пожалуйста, нет. Это же... Да. Я пока осмотрюсь. Будь осторожен. Иду. О боже, что? Старые часы. Часы стоят. Ты должен был их завести, прозевал момент. Сегодня он заводит любимые часы в последний раз. Это конец рутины, сопутствует ей не облегчение жизни на пенсии, а гнев того, кто вынужден бросить любимое дело. Но другого выхода нет. Дальше работать Шильским невозможно. Постыдно, пора уходить. Сегодня. Дайте выйти. Решение об увольнении Мордехая. Мордехай холодно заявляет отцу, что увольняется, просит с ним больше не связываться и держаться подальше от Мирула, где планирует остаться сам. За холодными словами кроется жгучая ненависть, рожденная из уверенности в том, что бывший друг стоит за исчезновением аптекаря Авраама Хоровица. От такого человека лучше держаться подальше. Давай поговорим, подожди. Хочу поговорить об одном университете. Ты замечала когда-нибудь что-нибудь необычное в последнее время? Что-нибудь связанное с големом? Чашка со стола упала. Кто-то о порог споткнулся, но это вряд ли имеет к голему хоть какое-то отношение. Обычная неуклюжесть. Рад слышать. Еще с потолка штукатурка посыпалась, но это просто кто-то мимо проходил, наверное, ничего особенного. Что-нибудь еще? Магазин явно похорошел. Человечный стол, что ли? Я прибрала мусора, всякие штуки вроде обезьяньих мозгов, препарированных трупов и мази для потенции, и перенесла в каталог, чтобы женщины с детьми не шарахались. Хочешь быть лучше отца? Люди странно смотрят на женщину, которая управляет собственным делом. Хочу доказать, что я этого достойна не менее, чем мужчина. Хорош. Я делаю все возможное. Что еще за таинственный университет? Я читаю лекции в летучем университете. Очень неформальная образовательная инициатива, ну и подпольная, разумеется. И, конечно же, очень важно, особенно для женщин, которые у нас обучаются, ведь получать обычное образование им запрещено законом. Хочу, чтобы ты сходил со мной. О чем лекция? Экономические аспекты вопроса о правах женщин. Я собрала кое-какие интересные данные из надежных источников во Франции и Англии. Ты чё, попух, прекрати. Нет бы взял перерыв от пьянства и дебоширства. Твои две извилины тебе спасибо скажут. Пойдем со мной. Да, я иду. Разумеется, сочту за честь. Я иду, я пойду. Если он не пойдет, я пойду. Вот так просто, без расспросов, уговоров. Кто ты такой? Куда ты дел моего брата? Если для тебя это важно, нет нужды меня уговаривать. На занятия проходят... Это такой... Так вот, перейдем к самому важному. Все приносят сладости, так что я сказала, пончики, у тети ягоды, самое лучшее. Я хотела сказать, что такая минута молчания повисла, но не минута, а несколько секунд. И какая же лучшая начинка для пончиков? Со сливами, кажется, она любила. Со сливами. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Заберешь пончики? Постараюсь помочь. Блин, круто. Да, я пойду за пончиками. Я пойду за пончиками. Это дело первой важности. Дети сатаны. Найти товарища отца. Где? Лиге собирается. Вот это мы идем выполнять первым делом. Это слишком важно. Это самое важное, что мы делали пока что. Я считаю, это важнее, чем главное задание. Мы идем за пончиками. Это слишком важно.
Буквально. Можно выйти, пожалуйста? Это какая-то новая местность, да? Цирюльник. Подожди, это не новая местность. А, нет, это новое. Шумное, оживленное, многолюдное место, в чьей тени синагоги и гостиного двора предприимчивые горожане снуют по делам от рассвета до заката. А где, покажи мне? Где, покажи мне этот цирюльник? Где я? Вперед. Короче, направо. Вперед. До поворота второго и направо. Направо, вперед до поворота и направо. Я хочу к цирюльнику прямо сейчас. Вперед до поворота. Второго поворота. Это первый поворот. И еще раз направо. Да? Здесь? Кажется, здесь. Ну, типа, я думаю, там должны быть новые прически, да? Я хочу посмотреть, я очень хочу. Среди обилия соблазнительных ароматов преобладает один. Запах апельсина, вкуснейших солнечных шариков. Шарики, это так смешно звучит почему-то. I don't know why, что это? Миров. По утрам здесь со скрипом открываются окна, стекло позвякивает в коробках, начищенные столы заполняются товарами, вокруг слышны болтовня и смех. Такого хлеба, таких кожаных ботинок и такого вкусного мяса в Варшаве не найти нигде, кроме рынка в Мирове. По крайней мере, если верить гражданке, которая постоянно ходит туда за продуктами. Прага. Настоящее сердце Варшавы, расположенное вдали от шума и гамма центральных районов. Она напоминает колдовской котел, в котором смешались соль рабочего рвения и кости церковного упокоения и незнакомые русские приправы. Именно здесь беззубые рабочие заводов пропивают последние гроши в трактирах, батюшки у амфонов призывают раскаяться, солдаты безжалостно гоняют ненавистных поляков, стоит им хоть на миллиметр перейти черту. В Праге можно найти множество строящихся зданий, процветающую торговлю и трамвайные пути. Все-таки короли преступного мира следят за тем, чтобы прогресс не проник в темные переулки и потайные убежища. Семейный магазин Шульских. Семейный магазин в Мирове забит антиквариатом, произведениями искусства и прочими любопытными вещицами. Усердная работа здесь лишила нашего отца звания аристократа, однако ему удалось заработать слишком много, чтобы назваться обычным предпринимателем. Все-таки прослойки варшавского высшего общества сложнее, чем кажется. Раньше в магазин заглядывали всего несколько постоянных посетителей, большинство просто глазели на витрины. Сейчас товар покрыт пылью, в трещинах засел осадок подозрения. Лигия пытается возродить магазин, и похоже, что их хватило терпения и трудолюбия прийти к этой цели. Хватит. Вот, да, вот сюда мне надо срочно. Пожалуйста, дайте мне что-то посмотреть, что у вас тут. Давай. Что, новое есть? Да. Давайте, приступаем, все. Я готова. Вот эти старые. Вот это моя. Да, вот это. А вот это. А можно повернуть тебя, блин? Ой, фу, вот это мне вообще не нравится. Вот это вот интересная стрижка. Что это такое? Усы. Смешные такие. Ха. Не знаю, почему мне кажется, что это смешно, я имею в виду усы. Это как-то бакенбард. Шиповская простота. I don't know. I even don't know. Вот это оставить прическу. Бандит-джентльмен. Окей. Ну, мне нравится вот эта прическа, в принципе, а вот насчет низа я не уверена. Нет. Либо вот этот оставить, который был, либо вот эти усы. Нет, усы я не хочу, все, вот это оставлю. Давай так. Как вам стрижечка? Да, покажись. Да ничего, нормально. Я довольна. Пока. Пока я довольна. До свидания, вроде неплохо. Ну, привыкнуть надо немножко, в принципе, я к той тоже привыкла, и вполне себе неплохо было. А пока не привыкаешь, то не очень. А вот сейчас привыкну, как и все. И хорош. Куда ехать? Сюда ехать. За пончиками ехать, вот куда. Пончики. Обожаю пончики. Боже, я так хочу пончиков. Еще с прошлой серии как-то про них упомянулось. Какой там, с прошлой я хотела. Боже, вы бы знали, у меня дома в Харькове была просто
шикарнейшее заведение было, где... Fate has brought us together again, Victor Schulz. Why do Ля... you bother King of the Temperamences? Зачем вы потревожили короля I learn темпераментов? from my mistakes. Я учусь на собственных ошибках, настало время вернуть престол и титул, который полагается мне по праву. Я пропускаю этот диалог, правда. I dare you. Вы к другим тауматургам тоже пристаете? Of course Конечно, not. нет, они ничтожны The по сравнению с others вами. are insignificant compared to you. Ага, давай, хорошо. Dare you. Да, давай, я принимаю. Я принимаю этот вызов. To Хорошо. me, visitors. Ко мне, гости. To me. Ко мне. Боже мой, я не знаю, этот чел просто... Ладно. Давай. Короче, давайте после боя, наверное, закончим и пойдем за пончиками в следующей серии. А, так вот, я говорила, что у меня в Харькове было супер классное заведение, где продавали пончики, которые я просто обожала. И я вам клянусь, я не могу найти здесь просто не то, что даже в целом пончиков более-менее адекватных, нормальных по вкусу. Я не знаю, с чем это связано. Их просто нет. Их просто нет. Ого, 22, хорош. Ого. Двадцать. Хорош. Ого, смотри, снял. Дайте мне кто-нибудь концентрацию. Ты можешь мне дать? А кто-то может мне концентрацию вернуть? Может, ты можешь? А, ну я могу сама себе это сделать, все правильно. Чё, не откинул? Ну ладно. Может, хватит уже? Never. Ни за что. There is no Наступить могучему shame in сопернику losing никогда не to a стыдно. better man. The way Что-то tells мне me to подсказывает, find что мы you еще again встретимся. soon. Да, непременно, пока. Недостаточно гордыни у меня, я не пойму. I will be Он ready, буду ждать White белый Roman. роман. You will not know the day nor time. That is the creed of temperamancers. Yes, just not Ладно, here. ладно, только My не здесь, sister это меня will kill сестра me. убьет. Stay well. Until fate makes our paths cross again. Пока, пока, просто пока, ладно? Опа, что это? Рекламная брошюра, магазин мужской моды, МХС рекомендует лучшие сюртюки в последней парижской моде. Опа, это мне что?
для одежды, да, в голове стоит беспроигрышный план, мысли полны веры и обещают успех. Вот же она, купите солидарный сюртюк, притвориться богачом перед ее родителями. Так они не узнают, что он просто неудачник, разве что после свадьбы. Ага, давайте на этом закончим. Тогда это было интересно, это прям мне понравилось. Я аж жду следующей серии, чтобы пойти с ней на мероприятие, потому что мне очень интересно, что там будет, потому что это очень интересно для меня. Да. Спасибо вам, ребята, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.